Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня я предлагаю тебе порисовать вот такую картину по мотивам масленицы. Ну что, начнем. Для работы нам понадобится формат А5, это половинка формата А4 альбомного листа. Нарисуем эскиз карандашом. Я рисую девочку. Лицо – это круг, немножко заостряю подбородок, рисую платочек. Он у меня вот такой треугольной формы. Чуть-чуть нарисую, акцентирую подбородок. Вот здесь у меня будет узелочек. Вот такие кончики у платочка. Нарисуем девочке пальтишко. Здесь у нас будет рука, в которой она будет держать солнышко. Солнышко — это у нас символ масленицы. Вот такое у нее пальто или шубка с меховой оторочкой. Здесь у нас будет вторая рука, шея. И вот так у нее загибается ручка. Здесь у нас мех и рукавицы. И продолжение пальто. Нарисуем кулачок, в котором она будет держать солнышко. Вот так просто. Варежка. Здесь у нее будет коса. Косу я рисую вот такими линиями полукруглыми. И там сзади на заднем фоне платочек. Нарисуем лицо нашей девочки. Здесь у нее волосы выглядывают. Чуть-чуть еще заострю платочек. Здесь у меня бровка переходящая вот в курносый носик. И глазик вот такой, зрачок. Глазик у нас похож на пирожок и реснички. И со второй стороны вот такой формы глаз, зрачок, реснички. Здесь у меня будут щечки вот такие. И вот такой ротик. Если ты не успеваешь, ставь видео на паузу, рисуй так, чтобы у тебя хорошо получилось. Если не получается, стирай, снова пробуй. И только затем продолжай. Добейся хорошего результата в эскизе. Так, а здесь нарисуем солнышко. Вот такая палочка, на которой у нас солнышко крепится. Здесь у нас будет круг. Немножко отступим от палочки, оставим место для лучиков. И сбоку тоже нужно оставить место для лучиков. Ты на это внимание заостри. Чуть-чуть поправлю. Сделаю пониже. Вот так. И рисую лучики. Один лучик прямой, второй лучик изогнутый. Смотри, я вначале распределяю прямые лучики. Вначале разделила круг на 4 части, а затем на половинку еще. И между ними я рисую вот такие изогнутые лучики. Так, нарисуем вот так еще в серединке кружок. И рисуем личико солнышку. Также бровки, переходящие в носик. И глазки, похожие на пирожки. Обязательно зрачок нарисуем. И вот такой широкий-широкий рот в улыбке. А здесь щечки. Красивое такое солнышко получается. Доброе, радостное. Поправляю там, где у меня что-то не получилось. Или то, что я считаю, что нужно доработать в эскизе. Беру теперь гелевую ручку, обычную черную гелевую ручку, и всю нашу работу обвожу гелевой ручкой. Затем мы будем уже по готовому эскизу рисовать акварелью.
Таким образом обвожу полностью наш эскиз. Там, где нужно поправить, я сразу же подправляю гелевой ручкой, если вижу, что что-то не так. Нарисую реснички, бровки, переходящие в носик. Здесь ноздря. Для того, чтобы видео было не очень длинным, я поставила его на ускорение. Но ты ставь видео на паузу и обводи все очень аккуратно. После того, как ты обведешь, нужно стереть линии. Вначале дать просохнуть гелевые ручки. Затем весь карандашный эскиз нужно стереть. И только после этого приступать к работе с акварелью. Ну вот, я обвела весь рисунок гелевой ручкой и стерла эскиз. Еще я хочу написать сверху слово «масленица» вот такими буквами толстенькими. Для завершения общей картины и внизу я еще нарисую блины, стопку, огромную стопку блинов. Вот такой формы неопределенные у меня блины. Здесь у меня тарелочка. Теперь я все это обвожу снова гелевой ручкой. У меня опять видео на ускорение. Ты рисуй, не торопись, ставь видео на паузу. Все обводим. Еще я хочу сделать буквы более нарядными и добавляю точки и полосочки. Теперь я беру акварель, смачиваю каждую букву и раскрашиваю ее оранжевым, желтым и красным цветом. Вот так. Буква И у меня будет красной. Начинаю я работать сверху, чтобы у меня ничего не попадалось под руку, чтобы я ничего не размазала. Добавлю оранжевый вот сюда. Ну и М у меня, получается, будет красного цвета. Добавляем вот таких пятнышек, чтобы было более интересно. Теперь будем рисовать солнышко. Для начала я его полностью обведу водичкой, просто мокрой кисточкой. Обхожу глазки, чтобы на глазки у нас не затекала краска. Теперь беру желтый цвет и заливаю полностью внутри круга желтым цветом. Солнышко у нас желтое. Чуть-чуть добавляю водички там, где это необходимо. Теперь возьму оранжевый и сделаю щечки оранжевые. В дальнейшем акварель красиво растечется по мокрому. Здесь я возьму такой кирпичный цвет коричневый и под бровками добавлю. Глазки у меня тоже будут такого кирпичного цвета. Вот этот круг я также сделаю кирпичным. То, что у нас затекает немножко на желтый цвет, ничего страшного. В дальнейшем, когда солнышко высохнет, это будет очень красиво. Такой же эффект, как на настоящем солнце, эффект кратеров.
Акварель вообще очень красиво растекается по мокрому, но нужно сделать так, чтобы, конечно, не очень сильно растекалось, чтобы у нас не перемешались все краски в грязь. Добавлю красного на щечки, хочу, чтобы они были более яркие. И вот здесь под бровки добавлю еще побольше коричневого. Начну закрашивать лучики. Прямые лучики я сделаю все желтыми. Смотри, у меня смешивается и коричневая краска с желтым. Это тоже замечательный эффект. А в готовом будет выглядеть здорово. Я не боюсь пересекать. А вот такие изогнутые лучики у меня будут оранжевыми. Добавляю, где нужно, побольше цвета, побольше насыщенность. Хочу еще прям щечки, чтобы красные-красные были. Нарисую палочку коричневым цветом. Блинчики нарисую охрой. Побольше воды, поменьше охры. Вот так полностью стопку закрашу. И теперь кирпичным цветом добавлю немножко пятен. Это у нас будет тени и пятна на блинчиках. Вот таким образом. Девочки лицо закрашиваю таким розовым цветом, светло-светло-розовым. Смотри, у нас солнышко высыхает, и уже красивые такие эффекты получаются. Вот щечки так растеклись красиво. У девочки щечки тоже сделаем розовые. На губы я беру красный, немножко много у меня воды, но это ничего страшного. Я вот так вот подсушенной кисточкой уберу. Вот так. И добавляю вот таких розовых щечек. Добавлю немножко коричневой под бровки. Также сделаю под ними тень. И закрашу волосы кирпичным, таким рыжик-кирпичным цветом. Девочка у нас будет рыжая. Полностью вначале закрашиваю косу равномерно этим цветом. Затем мы чуть-чуть сделаем, выделим, когда у нас подсохнет первый слой. Глазки сделаю зеленые. Чуть-чуть добавлю еще на ротик красного. Убегает снова, у меня вот здесь водички много. Ну и щечки я хочу, чтобы они прям были красные от мороза. Возьму красный цвет и закрашу пальтишко нашей девочки полностью красным цветом. Красное пальто, красные варежки. На рукаве я взяла побольше цвета, а внизу, ближе к низу, я размываю вот такой до розового цвета. Здесь я также буду брать более насыщенный цвет, так как у нас находится под платочком в верхней части в тени. А к низу буду добавлять больше воды.
Варежки также у меня будут красного цвета. Мех мы оставляем пока белым. Варежки делаю прям насыщенно красного цвета. И вот так с водичкой размываю. Возьму зеленый цвет и сделаю платочек нашей девочки зеленым. Такой травянистый зеленый цвет. Гелевой ручкой на самом платке я нарисовала вот такие горошки. Задняя часть платка находится в тени, поэтому я делаю здесь цвет понасыщеннее. Также закрашиваем вот эти кончики, завязанные на узелок. Закрасим шею. Она у нас в тени, чуть-чуть коричневого. И ножки. Теперь проработаем вот таким образом немножко косу. И добавим здесь также немножко поплотнее цвет. Теперь я беру голубой прям чуть-чуть и добавляю вот таким образом на мех. Побольше воды, поменьше цвета, чтобы прям слегка голубой был. Хочу сделать понасыщеннее платок и добавляю цвет поплотнее. Вот здесь около узелка будет тень, поэтому я более темным цветом уплотняю. Беру красный, прорабатываю еще губы, чтобы они были покраснее, немножко размою щечки. Тарелочку я закрашиваю также слегка голубым. Вот так. Вот эту вот чашечку закрашу коричневым, которая сверху у нас предположительно со сметаной или с маслом, или с тем, что тебе нравится. И добавляю еще тени между блинами. Вот такая у меня получилась работа. Чуть-чуть возьму еще гелевой ручкой, доработаю после полного высыхания вокруг лица. Добавлю толщину линии, чтобы лицо выглядывало из-под платочка. Вот, в принципе, этого достаточно. Вот такая тематическая работа у меня получилась. Сделаю блики на глазах. Надеюсь, у тебя тоже все получится. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.